Здравствуйте, дорогие друзья! Русские много пьют? 10 синонимов к глаголу «пить». Небольшая предыстория этого подкаста. Написав текст, я решила записать его на телефон. Запись получилась такой потешной, такой веселой и неповторимой, что я так решила ее оставить. После этого небольшого вступления я могла бы произнести тост за вас, за здоровье, за Russian in Context с Иной и Ириной. И вуаля, мой подкаст. Русские много пьют? Или 10 синонимов к глаголу пить. Русские много пьют, глагол пить и 10 глаголов синонимов. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на следующий выпуск подкаста Russian in Context с Иной и Ириной. Спасибо, что вы сегодня слушаете и смотрите нас и изучаете русский язык вместе с нами. Сегодня с вами Ина. Подкасты Russian in Context предназначены для слушателей со средними знаниями русского языка. Для тех, кто уже достаточно хорошо понимает русский язык и хочет улучшить свои знания. На страницах Facebook и Instagram, а также на канале Telegram мы предлагаем вам грамматику, лексику, цитаты, пословицы и поговорки, анекдоты и многое другое. Слушайте нас также на Spotify, iTunes, Apple Podcast и на Google Podcasts. Итак, начнем. В предыдущих подкастах мы говорили о стереотипах и клише о русских. Если вы по какой-либо причине еще не слышали эти подкасты, то я рекомендую вам это исправить и послушать их. Ссылка внизу. Что мы узнали из этих подкастов? Русские пьют много водки. Правильно. Во всем мире люди думают, что русские пьют много спиртного, особенно водки. Пить можно не только водку, но и другие напитки. Можно пить чай или кофе. Ссылка на подкаст про кофе тоже внизу. Мы пьем воду, соки, молоко, я не знаю, квас. По праздникам люди пьют шампанское, мартини, вино, белое вино, красное вино, виски и так далее. Глагол «пить» просто уникальный и употребляется со всеми напитками. Если же мы говорим об употреблении спиртного, как водка, вино, виски, коньяк и так далее, то здесь у нас есть, и, конечно, и другие глаголы, как бухать, квасить, упиваться, нажираться, пьянствовать, заливать, выпивать, дрябнуть. Ай, богатый русский язык. А сейчас все по порядку. В зависимости от того, сколько спиртного употребляется, и подбирается правильный глагол. Например, вот представьте себе историю. Выходной, пятница, вечер только начинается. Компания молодых людей собирается на вечеринку. Дома, либо по дороге, на вечеринку, дискотеку, праздник. Молодые люди начинают пить. Они начинают выпивать. Это могут быть любые алкогольные напитки. Через какое-то время они пришли на дискотеку под шофе. Под шофе, то есть немножко подвыпившими. Можно сказать, пришли готовыми. Уже можно начинать танцевать.
Дискотека продолжается, и молодые люди пьют. Они выпивают дальше. В разговорной речи часто употребляется слово «бухать». Бухать. В этом случае речь идет о большом количестве алкогольных напитков. Они выпили очень много спиртного. То есть они бухали всю ночь. Они квасили всю ночь. Так вот, если наши молодые люди, молодые герои, всю ночь бухали, квасили, это значит, что они выпили большое количество алкоголя. Следующий пример. Нажраться. Он так набухался, он так нажрался, так упился, что заснул, не снимая ботинок. То есть как был с ботинками, так и спать пошел. Опять же, речь идет о большом количестве алкоголя. Еще раз повторю. Бухать, квасить, упиваться, нажраться, пьянствовать, заливать. Также есть крылатые выражения об употреблении большого количества спиртного. Одно из них – заливать за воротник. Что это обозначает? Давайте разберем вместе это выражение. Итак, воротник – это часть, это деталь одежды, например, рубашки или пальто, которая находится возле шеи. Слово «заливать» имеет несколько значений. Заливать произошло от слова «лить», употреблять много воды. Заливать можно пожар, например, когда что-то горит. Если сильно идет дождь, то иногда говорят «залило весь огород», весь город. Слово «заливать» может употребляться в смысле хвастливо рассказывать, врать, присочинять. Рыбаки часто рассказывают, что поймали вот такую рыбу на метр. Ах, и заливают же они. Преувеличивают. По такой большой рыбы не бывает. Ну и последнее значение. Заливать значит много пить спиртного. Заливать за воротник. То есть в прямом смысле лить за воротник. Откуда пошло это выражение, эта фраза «заливать за воротник»? И эта фраза, это выражение родилось в XVIII веке во времена Петра I. В те времена Петр I строил флот, корабли. Чтобы поблагодарить, поощрить хороших работников, он велел ставить им на шею такое клеймо, такую печать. Все, у кого была печать на шее, могли после работы идти в любой бар и пить бесплатно. В этом случае алкоголь. С тех времен и появилось это выражение «заливать за воротник». То есть много пить спиртного, бухать, квасить, упиваться, нажираться, напиться, пьянствовать, заливать, прикладываться к бутылке, заглядывать, то есть смотреть в рюмку. Показываешь печать и пьешь. Итак, залить, заложить за воротник, другими словами можно сказать залить за галстук, принять на грудь, тяпнуть или дрябнуть. Ну вот и подошел к концу этот подкаст. Субтитры на 10 языках на YouTube, транскрипция на нашей странице, упражнения на Facebook и Instagram, а также на канале Telegram. Ссылка внизу, как всегда. А если вам понравился наш подкаст и вы узнали что-то новое, поставьте лайк. Вы можете его переслать вашим друзьям и знакомым. Это поможет другим быстрее найти нас и учить русский язык вместе с нами. А ставьте свои отзывы на YouTube,
Instagram, Facebook или на Spotify. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. Желаю вам успеха и радости в изучении русского языка. С Russian in Context с Ириной и Ириной. До скорой встречи и пока-пока.